То есть, знаете как, это все деньги потом будет. Это все потом ваши будут деньги. По крайней мере, вы должны об этом знать. Слышите, да? Слышите? Да, зажимаем ауто и рециркуляцию. И ключ просто поворачиваем, не заводя уже в зажигание. Ребят, всем привет! Вот в этом видео мы говорим о том, что забывают обычно проверить перед покупкой. Знаете, люди бывают ищут автомобили, да, там, для себя, собственными силами, даже с помощью, там, может, кого-то, приятелей, еще кого-то. И забывают, да, проверить банальные вещи порой. То есть им там проверили, к примеру, кузов, да, там, двигатель посмотрели. Кстати, некоторые, да, я отдельное видео сделаю, даже недавно видел, занимаются, знаете, веселой проктологией, это там автопроктологией. Засовывают пальцы в глушитель, да, там, и таким образом, проведя в глушителе, пытаются там определить, он ест масло или не ест он масло. Ну, это из разряда веселого видео будет, я, наверное, вот сниму и про это, и про прыгающие крышки, которые находятся на маслозаливной горловине в двигателе. Но, тем не менее, друзья, казалось бы, банальные вещи, абсолютно банальные, но люди при покупке автомобилей, то есть, знаете как, вроде все проверили, все класс, а все остальное здесь, да, мы особо не смотрим, ну, что там, мелочи, да, казалось бы. Но, ребята, это не такие мелочи, потому что потом все это вылазит. Там $50, там $100, там еще что-то. Значит, смотрите, просто банально, я хочу вам, знаете как, я видел просто на практике, что люди действительно берут, потом у них оказывается, да там то, это, там то доделаю, 5-е, 10-е. Вы проверьте все это просто. Она же от вас никуда не убегает уже. Все, вы перед покупкой. Друзья, значит, ну, просто, да, там, начинайте с банально простого. Зеркала складываются нормально, треска нет, нигде не проскакивает. То есть, знаете как, это все деньги потом будет. Это все потом ваши будут деньги. По крайней мере, вы должны об этом знать. Либо взять с продавца на ремонт. То есть, банально, зеркала. Дальше. Регулировки на зеркалах работают. То есть вот левая, точно так же, да, ставим там правая, таким же образом. То есть вы эти вещи здесь проверили, все исправно, все работает. Дальше там, ну давайте там сюда даже не пойдем, вначале здесь все. То есть по окнам, опять-таки, тоже, что тут сюрпризов может быть много. Вы отсюда открываете окна, да, передние, дотягивает, все хорошо, дотянуло. Точно так же жмете, да, две кнопки, к примеру, задние, открылись оба окна, закрываете их. Дотянулось, все закрылось, нигде нет тыр-тыр-тыр пропусков и еще что, оно там, знаете, как вот так вот, а потом обратно куда-то пошло и еще что-то. Сюрпризов по окнам нет никаких, по крайней мере, здесь. Работают закрытия дверей, здесь разблокировки, все работает. Проверили, здесь посмотрели. Далее, это же не все. Идете по кнопкам, здесь открывает, закрывает кнопка. То же самое сзади, по всем кнопочкам пройдитесь. Ребят, еще раз напоминаю, так может вам показаться банальным, но на самом деле из этого и состоит, да, потом может состоять масса каких-то поломок. Здесь, там, если у вас европейка, да, включили, кнопки включают, выключают это дело, все. Посмотрели, проверили. Громкости сделали себе. Для чего? Ну, не для того, конечно же, чтобы вам слушать музыку прямо сейчас при проверке, а для того, чтобы вы могли определить там, да, рваные, не рваные у вас там на колонках. Оно бывает, знаете, как репит, все аж к чертям разорванное. То есть убедить, это ж в целом, да, состояние автомобиля, убедиться, все ли нормально. Дальше. По климату сейчас отдельно тоже поговорим. Парктроники, да, кстати, парктроники здесь. Вот она, кнопка парктроника. При включении,
она издает звуковой сигнал. То есть она включает их, выключает, проверяете. Также попросите приятеля какого-то, просто чтобы он обошел эти парктроники рукой. Слышите, да? Слышите? То есть вот таким образом каждый парктроник нужно обойти. Объясняю. Несмотря на то, что вы визуально их видите, это тоже могут быть просто заглушки. Вам тупо могут здесь поставить заглушки. Она вроде бы вся с парктрониками, да, у вас, а могут стоять заглушки. В результате каждый парктроник стоит тоже денег, чтобы вы там не думали. То есть вот банальные вещи. Так что, ребят, то есть я видел, да, люди об этом не думают, забывают. Обошли парктроники, проверили. Дальше омыватель здесь у нас. Он включается при фарах, вот, принудительный. И его можно даже отсюда увидеть. Вон, видите, оно там у меня в одной фаре выше прыскает. Здесь вы тут даже сами можете выйти и убедиться. Ну, по следам, да. Работает, не работает. Омыватели, моторчики, это все вещи, которые преподносят сюрпризы. Автомобиль в годах, я напоминаю, поэтому об этом не забываем. То есть здесь прошлись, все проверили. Теперь дальше. Здесь по кнопкам проверили. Теперь дальше климат. Вы тоже это можете продиагностировать самостоятельно. Работу климат-контроля. Есть диагностика, кстати, это является условно там скрытыми функциями. Я как-то год назад видос снимал по этому поводу. И я вам сейчас это вставлю сюда вместе с кодами ошибок, чтобы вы тоже знали, как делать диагностику. Ее надо сделать, потому что здесь же приводы, здесь у нас режимы, то есть оно все полностью продиагностирует и выведет данные. Значит, вставляем ключ. Да, вставили его, но не заводим. То есть просто вставили его. Далее, так же как я показывал на 30-ке, да, зажимаем ауто и рециркуляцию. И ключ просто поворачиваем, не заводя, уже в зажигание. И отпускаем. Отпустили и видим, вот у нас началась самодиагностика. И вот здесь мы видим уже коды ошибок. Сейчас камеру я ближе поднесу. Вот что у нас выскакивает. 21-я ошибка и 24-я ошибка. Вы можете это видеть. Значит, что это за ошибки? 21-я ошибка. Это у нас датчик солнечного света со стороны пассажира. И 24-я ошибка. Датчик солнечного света со стороны водителя. Ну, то есть сейчас в условиях там плохой освещенности, сейчас зима, пишут, что это выскакивает практически у всех. И летом или в условиях хорошей освещенности, соответственно, этих ошибок нет у нас. Для того, чтобы проверить, опять-таки, далее приводы, как работают, нажимаем здесь дополнительно кнопку рециркуляции. И вот первый режим пошел, проверка, второй, видите, то есть оно включает различные режимы приводов и диагностирует уже их. Проверка эта должна, кстати, по приводам внутренней рециркуляции пишут, осуществляться уже на прогретом моторе. Вот. Для замедления проверки можно нажать кнопку обогрева переднего стекла. Вот. Бац. И проверка будет уже это происходить с интервалом в 1 секунду. То есть будут срабатывать приводы заслонок, вентилятора и реле. Для перехода в режим диагностики датчиков обратно нажимаем кнопку ауто. И видите, вот у нас опять пошли эти ошибки. И для окончания проверки нажимаем кнопку OFF. Также пишут, но я это уже утверждать не могу, но вот пишут, хочу вам сказать, что для устранения, то есть после уже устранения неисправности, если таковые были, можно произвести очистку памяти. Во время диагностики датчиков нажмите одновременно кнопки обогрев переднего и заднего стекла. То есть вот эти две кнопки, фронт и реар, да, во время диагностики.
Ну и, друзья, также с ключа не забудьте проверить. Бывает, это тоже у некоторых не работает. То есть открытие багажника, там, в частности, на камриухах, то есть происходит с брелка заводского. Банальные все вещи, но все должно работать, ребят. То есть понятно, что помимо, это речь идет все, да, помимо проверки коробки, помимо двигателя, кузова, вот именно вот эти вот, казалось бы, простые вещи совершенно люди порой забывают. Поэтому, ребят, относитесь, даже если вам понравился автомобиль и вы уже там в состоянии предпокупки, так сказать, с умом, не торопитесь, то есть все допроверьте. Надеюсь, полезный видос был. Друзья, всем удачи, добра, пока.